Ты такая девочка-зажигалочка? Периоды. И самое главное — это Кренгольмские, потому что кто сидит, кто уехал, Ну, вообще то в угол меня заводили, то еще что-то. Вопрос, мне кажется, который волнует всех сейчас. Есть ли у вас... Сегодня к нам пришла, я думаю, легенда Нарвы, участница Евровидения в 2023 году, которая заняла 8-е место, Али Камилова. Поздоровайся. Привет всем. Рада здесь быть. Ты уроженец города Нарвы, насколько мы все знаем. И как тебе вообще в Нарве сейчас? Как тебе Когда после я Таллина? приезжаю? Да? Спокойно, наверное, самое такое основное слово, если описывать состояние. Потому что Таллин, в принципе, для меня является городом работы, потому что даже если у тебя ничего не запланировано, все равно кто-то что-то напишет, кто-то что-то предложит, работа сама себя найдет, в общем. А в Нарве это сделать гораздо сложнее. Только есть такие исключения, как сегодняшний день, например, что более такой рабочий получился. Но в основном я приезжаю в Нарву, провожу время с папой, с семьей и как-то, да, просто перегружаюсь, так скажем. Ты проводишь время с семьей, и, наверное, семья тебя подтолкнула начать творчество в сфере музыки. Как вообще твой путь начался в сфере музыки? Путь начался таким образом, что очень рано, на самом деле, он начался, потому что, мне кажется, у меня в детстве была, не кажется, я думаю, 100%, у меня в детстве была гиперактивность, и я заполняла комнату своим бытием, так скажем, и таким образом, иногда это было, конечно, все весело и прекрасно, я постоянно давала концерты, как и песенные, так и танцевальные, даже что угодно. И мне очень нравилось выступать. То есть обычно это было так, что родители, их друзья собирались, хотели провести время, и я говорила: нет, давайте я вам сейчас устрою концерт. Если кто-то не смотрел, кто-то отвлекался, начинал что-то говорить, я останавливала концерт. Говорила: да что же это такое? И как бы все должны были слушать. Я думаю, что из-за этого мой папа и дедушка решили меня отдать в творческое направление. И вот решили в Ругади, в Magic Land. Там я начала заниматься пением. И, в принципе, первый же концерт, который был, где мы пели «Раз ладошка, два ладошка» на сцене Ругадива. Когда я была на сцене, мне так понравилось, потому что уже не только родители и их друзья сидят в комнате, а уже большой зал, где сотни людей смотрят на тебя. И поэтому мне как-то повезло с выбором цели настолько рано, что это все произошло как-то, и как-то вот они угадали с тем, что мне подходит. А страшно ли было? Все равно много людей смотрят, и какое-то действие не так сделаешь. Мне кажется, в принципе, детям особо не страшно выступать. Именно я вышла на сцену, мне тогда было 5 лет. Начала петь, когда мне было 4. И мне кажется, это вообще, в принципе, психологически доказано, что если ты отдаешь своего ребенка, чем раньше ты отдаешь своего ребенка куда-то в такой публичный сектор, да, выступать, где-то там танцевать, петь, то тем ему потом будет легче в жизни, не знаю, на панели тоже говорить, или как-то, быть более экстравертным человеком. Поэтому в детстве, мне кажется, такое чувство страха, волнения или стыда особо не имеется, поэтому там на этой сцене столько всего и происходило. Я в тот же момент занималась параллельно художественной гимнастикой у нас здесь в спортхолле. И то есть по такому примеру можно было сказать, да, что когда у нас было соревнование, или как соревнование, просто концерт, то я помню, одна девчонка заснула во время этого. То есть прямо во время выступления мы на сцене, и она заснула. То есть у детей нет какого-то такого, ощущения страха и стыда. Поэтому на тот момент не было страшно. Я думаю, поэтому и до сих пор особо не страшно. Волнуюсь, но не страшно.
Я смотрел твои выступления в Артеке. А, Тебе было 9 лет? Да, в 2012 И году, в 14-м. 12, 13, 14, да. И если я не ошибаюсь, 15 было или не было. Ну, в общем, да. В Артеке я первый раз появилась в 2012 году, мне было 9 лет, да. Было ли страшно? Там же многотысячная, наверное, аудитория была. Там было, да, 10 тысяч, если я не ошибаюсь, людей. Был такой, ну, стадион, получается. Да, да, да. И, наверное, самое волнительное, это все-таки были звезды, которые сидят в жюри. То есть там же было, я помню, и Ани Лорак, Игорь Крутой, Дима Билан. Дима Билан был, да. Ой, сейчас и Дубцова была, я помню. Да, там Ну, много звезд в общем, было. они, да, их очень много там. И я думаю, что это было самым волнительным. Нет, ну, понятное дело, я волновалась очень сильно. Но я помню, когда даже если ты посмотришь эти вот видео, где я пою «Have you ever seen the rain» Да, да, да. Creedence, то вот это вот, знаешь, такое, ну, смотришь и думаешь, как я вообще не боялась этого. То есть у меня вот этот и взгляд, и какая-то самоуверенность, такая даже излишняя самоуверенность, мне кажется, проглядывается в этом видео, что очень классно. Но как бы вообще, да, волновалась, конечно. Если честно, я вот пока смотрел твои интервью, выступления, и я заметил такой момент, то что в детстве ты такая девочка-зажигалочка, и когда ты приходила уже в 15-16 лет на ИТВ+, Ага. рассказывать, у тебя была мрачная футболка, ты говорила, то, что любишь рок, и ты, сильно изменилась. Периоды. Да, периоды. Вообще, как твоя жизнь менялась за этот промежуток времени? Ну, я бы сказала, что, как и у каждого ребенка во время пубертета, во время подросткового периода всегда какие-то такие интересная энергия у каждого. У меня была такая, что... Ну вот когда я ходила на ТВ+, была программа «Твой вечер», Мгм. где я еще рэп зачитала. Это было как раз-таки... Мне тогда было 12, я тогда жила в Нарве еще. У нас была с девчонками крутая тема, что типа учить быстрый рэп. И вот я туда пришла, и такая, ну, смотрите, что я умею. Мне кажется, в подростковом все как бы хотят быть взрослее, как-то Да. серьезнее, знаешь. Но я бы сказала все равно, когда я выступала, ну, я помню, вот именно в той программе я пела одну такую грустную песню, Лива, Кель, ты не смяги, а вторую не помню. И, ну, если серьезно, то понятно, и я буду серьезной. А так, мне кажется, вот это такая зажигалка на таких более веселых песнях никогда никуда не пропала. Я сворую, изменю композицию. Ты сказала то, что жила в Нарве еще. До скольки ты вообще жила в Нарве? До 13 лет. В 13 в январе мы переехали. Получается, на половине учебного года. Дала ли тебе Нарва что-то? Те же самые учителя? Конечно. Помнишь всех? Всех помню. Некоторых помню больше, некоторых меньше. С именами у меня всегда плохо. Первое имя, которое пришло мне на ум, это Тию. Она была... Труды были у нее. Я не знаю, кстати. Мне кажется, она больше, наверное, не учит. Наверное. Здесь... А так... Ну, конечно, я думаю, что все учителя абсолютно оставили какой-то след определенный. Кто-то больше, кто-то меньше. Но это все равно каждое событие жизни оставляет хоть какой-то след. Поэтому, мне кажется, Нарва мне дала такое, может, большую мотивацию заняться своим делом, еще как бы масштабнее уехать, там, попробовать себя в новых каких-то проектах. Мне кажется, что у меня было, может, больше мотивации, чем если бы я уже жила в Таллине. Тогда это уже, в принципе, как данное же.
А тут нужно было именно ехать 3 часа и там выступать. То есть, да. На одном из интервью ты сказала то, что Нарва дала тебе чувство голоса, то, что ты умеешь постоять за себя. Скажи, какую роль сыграла Нарва в твоей жизни? Насколько она отразилась на твоем, возможно, характере или на твоем менталитете? Я вот как-то о таком, наверное, даже и не думаю, потому что я считаю, что все-таки мой характер и менталитет, он образовался из воспитания, из моих родителей, из их поведения, поэтому я бы сказала, что, возможно, я из-за Нарвы являюсь более смелым человеком, который не боится что-то сказать напрямую. Возможно, это как раз-таки из-за того, что Нарве все-таки нужно было стоять за себя. Ну да, это если не про творческое, то, скорее всего, характер все-таки Нарва воспитала в какой-то мере, потому что, я думаю, в каждом городе, и в Таллине, и в Пярну, и про все города я слышала одно и то же, просто я думаю, это именно особенность времени того, в котором мы жили. То есть у вас, наверное, немножко полегче. Наверное, мне кажется, да. в Нарве уже. Но у нас были самые главные, это Крингольмские все-таки. Мы с Крингольма. Ну, я тоже с Крингольма. Я имею в виду, они не обязательно должны были быть с Крингольма. Это была как группа людей, которая была самая такая, Ну да. То есть с ними как бы ссориться нельзя было. А если конечно. поссорился, то... Лучше помириться. Ну да, если получится. Но вот, мне кажется, больше крингольмских нет. Потому что кто сидит, кто уехал, у кого семья. Поэтому, но в наше время, да, было побольше. Это я еще в 90-е не жила. Тогда, мне кажется, еще бы больше этого всего было. Как и в каждом городе, в принципе. Поэтому, да, девчонки здесь были такие, что... Почему-то я всегда была именно предметом интереса у них. Не знаю почему. Я была такая худая тоже. Прям вот такая вот. И что они ко мне постоянно приставали, я не знаю. Может, характер у меня такой был. Что-то их интересовало постоянно. Ну, вообще то в угол меня заводили, то еще что-то. Ну, ты же с детства вообще звезда, можно так сказать. Ну, вообще, на самом деле, возможно, поэтому, да. Потому что, когда я на детскую новую волну ездила, у нас, естественно, про это говорили, и в газетах писали. И, поэтому, ну да, то, что я просто всегда была таким экстравертным человеком и как бы высовывалась, так скажем, то таким образом они меня и замечали, наверное. Вообще, как к хейту относишься? Ну, никак. Иногда, если зачитаешься, грустно будет. Иногда как бы задевает, но это, наверное, 5% от 95. Поэтому уже, в принципе, как бы привыкла к тому, что люди разные. Ну, всегда есть люди, которым что-то не понравится. Это Ну, очевидно. Но с другой стороны, ты говорила на интервью, то, что чем хуже у тебя настроение, тем лучше получается песня. Ты как-то сказала, что тебя вдохновляют мрачные мысли, плохое настроение. Это правда? Как же быть светлым, хорошим человечком, который питается солнечной энергией, от этого пишет стихи? Не знаю, никогда не писала, по-моему, песни в хорошем настроении, если честно. Вот я заметила одну вещь такую, что чем хуже настроение, тем лучше песни. Да. Всегда ли это так? Всегда, да. До сих пор ничего не поменялось. Ну, понятное дело, после того, как «Эстония ищет суперзвезду» закончилась, у меня открылись двери для написания песен с продюсерами на студии, именно когда ты собираешься, там, едешь в Финляндию, то есть специально для этого. И там, понятное дело, не было такого, что я сегодня на студию не приду, потому что у меня сегодня хорошее настроение. То есть там с хорошим настроением песни писались и пишутся, и как бы все еще. Но мне кажется, что когда ты в плохом настроении, например, один дома что-то на фортепиано сочиняешь, то это
по ощущениям именно как-то ощущается гораздо сильнее, гораздо... Ну, то есть это то, как я свои эмоции высвобождаю, так скажем, из себя. И это, ну, чистой воды наркомания, скажем так, потому что все-таки я не представляю своей жизни без этого. Я слышал, многие так певцы делают. Да, да, но на самом деле творческие люди, они же и зависимы от Да, они более от эмоциональные. эмоций. А если все хорошо в жизни, то о чем писать? Тоже верно. О солнышке и друзьях тоже можно. Но как-то, да, артистам всегда нужен какой-то пинок. Вообще, ну, ты рокер больше, скорее всего. Да, все подряд. Я выросла просто на рок-музыке. Вот, а почему ты не пишешь рок-музыку? Ну, не такую прям. Мне нравится и рэп, и джаз, и фанк, и поп, и классика, то есть по поводу каждого жанра можно спросить тот же самый вопрос, почему я джаз не пишу или... Это, я думаю, просто ощущение такое. У меня есть некоторые же песни, которые более роковые. Да, да. Тем более те, которые вот на русском написаны, они более такие какие-то, не знаю, меланхоличные, более такие траурные. То есть все равно в моей музыке, я считаю, есть вот частичка рока. В какой-то больше, в какой-то меньше просто. Ну, то есть как-то обычно я просто пишу музыку и не задумываюсь о том, как и что. Почему-то я, да, себя не вижу прям такой рокершей. Не знаю. Как-то вот нет такого ощущения, что это мое предназначение. Ты сказала то, что ты с детства любишь рок, и у тебя есть, наверное, кумиры. Кто у тебя был в детстве кумир и сейчас кумиры? Ну, в детстве мне нравились AC/DC. Папа постоянно их играл, иногда я даже уставала от них. The Hives. Одна группа, которая, не знаю, знаете ли ее или нет, но она 2000-х, группа из Швеции, короче. Она в один момент очень знаменитая была. Потом... Дай подумаю. Да. Наверное, как бы их еще очень много. Ну да, я понимаю. Потому что все-таки рок-групп в детстве было очень много различных. А сейчас есть кумир? Сейчас, я бы сказала, мне больше всего нравится Limp Bizkit. И... Я вас через зеркало вижу. Сейчас мне нравится больше Limp Bizkit и... Кто еще? Led Zeppelin тоже очень нравится мне. Из эстонских есть кто-то? Из эстонских рок-групп. Может, не рок, может, кто просто, кого Вообще, слушаешь. в принципе. Да? Ну, моя любимая группа, я всегда говорю, Arc Part. Есть такая фанк-группа. Очень-очень классная. Очень классная. Мы с ними хорошие коллеги, друзья тоже. И я вот прям очень люблю их музыку. Так мне нравится Нублу тоже, как и многим. Да. Но мне нравится более старый. Вот «Кафе Космос», у него альбом классный очень. Я его очень много слушаю, иногда прям. Поэтому, наверное, два таких фаворита, так скажем, которые я слушаю в свободное время больше всего. Ты же понимаешь, что сейчас для многих ты кумир после Евровидения. Было ли такое вот то, что тебе было страшно на репетициях Евровидения, или что-то шло не так? Наверное, первая репетиция была самая страшная, потому что первый раз всегда самый страшный. И поэтому первый раз надела костюм, первый раз как-то увидела сцену, начали обсуждать, как, что это будет двигаться, что, куда мне идти. Потом смотришь, понимаешь, здесь не то, здесь не так, здесь не так. Но для этого
К счастью, была команда эстонская, которая помогала и все это обсуждала, за всем этим следила. Поэтому... Но, к счастью, очень много репетиций было. Поэтому вот, ну, естественно же спрашивают, ну, не было ли страшно выступать. То есть, понятное дело, волнение было большое, но поскольку у нас было... Ну, мы приехали туда 2 недели до самого выступления, и, получается, через день у нас были репетиции на сцене. И последние дни, наверное, все вместе было в районе 4 репетиций с публикой. То есть все то же самое абсолютно. Свет, камеры, публика даже. Ну, то есть, понятное дело, люди-то другие, они приходят понятно, потом. Да. Но для тебя все равно же ты же не замечаешь прям, ага, вот этот чел. Поэтому я думаю, что ну, просто как бы мозг свыкся с этой ситуацией, и поэтому это уже не было для него так страшно. Но, естественно, когда ты понимаешь, что ага, теперь уже идет прямой эфир, то есть это уже не так репетиция, знаешь, а уже по-настоящему, тогда, понятное дело, было страшнее, чем обычно. Понятно. Но как-то успокаивала себя и понимала, что на самом деле надо эти 3 минуты, наоборот, в себя все взять и пропустить через себя, потому что это как бы самые долгие, но на самом деле, с другой стороны, самые короткие 3 минуты в твоей жизни, потому что ты вот готовился к этим 3 минутам да, полгода, жизнь. Всю жизнь. Ну да, я имею в виду активно полгода, ну, да. А в принципе мысленно всю жизнь, да. А это, получается, гимназия, да? Да, вот это уже гимназия. Зеленый. Ну, сразу видно, посерьезнее. Прикольно, да? Ну, прикольно. Не, конечно, классно. Мне нравится, что вода еще тоже. А вам тоже до сих пор запрещают говорить на русском языке на переменах? Нет, можно говорить. Но вообще на уроках в основном на эстонском все приходит. Почему в основном? Ну, есть же уроки на русском там. Например? Ну, например... ну у тебя, да, ты же в той черной школе. Получается. Да, например, математика. Ну да, нет, ну в твоей школе понятно. Я имею в виду именно, да, здесь. Не должно же быть, только русский, наверное. У нас был 7 класса, я помню, здесь, в школе. У нас на переменах можно говорить, а на уроках уже говорят, типа... Ну, конечно, так, понятно. Вопрос, мне кажется, который волнует всех сейчас. Есть ли у вас группа в Вибере, где все участники Евровидения? В Вибере? Ну, в Вибере, я не знаю. Может, в Телеграме? Нет, кстати. Жалко, могла бы быть. Как-то никогда не было. Просто есть какие-то определенные конкурсанты, с которыми я до сих пор общаюсь. С Евровидения? Да. Ну, со своего года, получается. Например, кто? Ну, больше всего я общаюсь с Кяри и с Joker Out, Баян. То есть, соответственно, солист группы Joker Out. С девчонок, кстати, на Евровидении вообще особо ни с кем не общалась. Ну, я такая всегда была. Мне больше с парнями как-то комфортнее общаться. И когда-то мы общались очень много с Picket Jacks, которые были от Сан-Марино. Сан-Марино, да. Да. Ну, я к ним и во Флоренцию хотела приехать, и все подряд. Но что-то как-то пока что не удалось. Может, в следующий раз встретимся. Поэтому, да. Все парни, короче. Насчет Кяри, думаешь, справедливо то, что он занял все-таки 2 место? Ну, мне кажется, просто песня «Ча-ча-ча» взорвала больше чарты. Конечно. Ну, так она и по зрительскому голосованию уже выиграла. Да. Поэтому... Ну, жюри же, в принципе, они оценивают совершенно по-другому. Я, например, очень уважаю оценки жюри, потому что я понимаю, как они оценивают, и будучи сама человеком, который акцентирует как бы свое выступление на свой голос и на свой талант, для меня часть жюри очень важна. Из-за этого я, в принципе, и получила 8 место же, потому что по как бы пунктам от публики
я совершенно не была их любимицей. И это, понятное дело, тоже. Я и как-то и ТикТок не вела, и ничего. Ну, короче, я такая была, что Ну да. да. черная лошадка. А жюри именно, да, жюри как бы и как раз-таки возвысили меня туда. По жюри я же была 5-е место. Да. И потом как бы Чуть-чуть от опустилась. публики чуть-чуть пошло вниз. Но все равно, как бы, опять же, если бы публика только голосовала, то особо быть как бы... На 8-м месте я бы не была, в общем. 8-е место — это отличный результат. Да, нет, я тоже так считаю, конечно. Мы не надеялись на... Точнее, ну, я верила в это, что как бы хотелось бы в топ-10 войти. Все для этого делала в плане своего состояния и своего выступления. Но да, потому что нас ни разу не ставили так высоко в чартах, в этих букмейкинг. И так что да. Ну, мне лично песня Кэрри больше нравилась. Хотя, с другой стороны, Лорин очень красивая. У нее было и шоу очень красивое, и песня очень, очень грамотная песня была. Поэтому я думаю, что здесь такое все очень субъективное. И, ну, конечно же, Кэрри, как у него альбом и называется, People's Champion, Да, что он как бы, победитель. думаю, таким он как бы является. Что на самом деле же тоже прикольно. Тогда люди, наоборот, еще больше как-то, не знаю, еще больше фанатеют от феномена 2-го места в таком случае. Да. Как Томми говорил, то, что он хочет победить аудитории. Да, Быть- да, ну он так и сделал. Да. У него же получается больше всего. В этом году, да, для меня это топ-3 вообще никакущее было. Помимо Томми Кэша, естественно. Ну да. Я за других болела. Поэтому- Не жалеешь вообще об участии на Евровидении? Нет, конечно, нет. Мы вчера с папой лежа на диване смотрели какое-то шоу. И он спросил меня, а что, сейчас же заявки начинаются на Эстеллу скоро. Я говорю, да. Что, не пойдешь? Я говорю, да не, рано еще. То есть я намерена и во 2-й раз пойти. Я думаю, Просто- все будут болеть. Ну, надеюсь. Просто должно быть правильное время для этого. Да. Правильная песня и правильное время. Потому что очень многие артисты ходят на Эстеллу для того, чтобы просто продвинуть себя и свою песню, а не для того, чтобы пойти на Евровидение. То есть, если, выиграешь, классно. А для меня все-таки я не вижу смысла в участии в этом конкурсе только для того, чтобы снова быть как бы у всех на виду. Да, То я есть, понимаю. если идти, то до конца. И побеждать. Да. Сейчас у тебя недавно вышла песня «Паразит». Какие еще песни нас ждут? Сейчас, вот в сентябре, в начале, выйдет еще одна новая песня, более такая, я бы сказала, живая, более меланхоличная. Опять же, песня, которая написана в плохом настроении, одна из Ну да. фортепиано, и потом как бы отдана продюсеру, с которым мы ее сделали уже такой конфеткой. Поэтому очень жду этого релиза. Есть еще пару идей на будущее. Ну, А будут ли фиты? только что был. Не, в плане там с Game Boy Tetris, с Нублу. Не знаю. Обычно такое как бы не планируют заранее, мне кажется. То есть сами мы также как бы знали о существовании друг друга. Мы как бы импонируем друг другу, и поэтому в один день он просто написал, что у него есть вот такой инструментал, было бы прикольно что-то сделать. То есть как бы если у меня появится какой-то инструментал, вот я подумаю, было бы сюда подошел бы 100%, то как бы напишу, спрошу. Но обычно, да, как бы это как-то... Мне нравится, когда это происходит более спонтанно. Не так, что раз в год нужно выпускать с кем-то фит. Ну да. Ну, потому что, понятное дело, фиты работают лучше всего. Всегда. Ну Без да. разницы у кого, насколько ты
большой или маленький артист, фиты — это как бы всегда... Обмен аудиторией. Ну, обмен аудиторией, да. Соответственно, да, всегда это работает очень хорошо. Поэтому... Но мы ждем. Я как фанат жду. Мы все ждем. Будет ли что-то еще масштабное, может, какие-то шоу? Ну вот сейчас самое такое интересное и то, что я очень жду, это телешоу «Сунайгу Калаптуттавальд». Это твое лицо выглядит знакомым. Да. На ТВ-3, которая начнется в начале октября, где отобрано 8 звезд с Эстонии, и они, значит, копируют-пародируют звезд и зарубежных, и эстонских, и до кого угодно. То есть именно в плане песен. То есть, и в плане того, что там, не знаю, и нос тебе изменят, и лицо, и парик наденут, и костюм оденут тот же самый, что у звезды было в клипе, который ты пародируешь. Поэтому это очень-очень популярное шоу, да, у нас в Эстонии. Поэтому в этом году я одна из участниц и очень... Это можно говорить? Да, потому что вот как раз-таки я и есть первый участник, которого объявили уже вот неделю назад. Поэтому теперь можно говорить. Так бы я не сказала ничего. Поэтому да. То есть это как бы самое такое интересное для меня, самое классное, потому что мне нравится всегда делать что-то такое из комфортной зоны вон выходящее. Также у тебя сегодня была конференция, я так понял, или интервью с Station Narva. Да. О чем обсуждали? Сегодня мы обсуждали о том, что именно как работа артистом выглядит со стороны артиста. То есть, получается, не со стороны организатора, а именно с моей стороны. И были такие, да, немного сложноватые вопросы. Нужно было пару раз переспросила даже, потому что такие они прям именно нацелены на опыт в плане организации вот каких-то мероприятий и как я с ними, не знаю, работаю, в общем. Да. Поэтому, да, такое интересное. Но мне всегда нравятся какие-то сайд-квесты, которые не знаю, просто нравится болтать о чем-либо. Можешь к нам всегда приходить. Поболтать. Да? Да. Также, я так понял, ты будешь в 2026 году в Station Narva. Да. Ура! Наконец-то! Да. Я очень жду этого. И будет, скорее всего, концерт на день рождения. У меня день рождения как раз-таки каждый год, когда Station Narva, 5 сентября. Да. Поэтому это будет еще более особенным, потому что я за все эти года постоянно отказываюсь от выступления на свой день рождения, потому что хочется как-то справлять, а не работать. Хотя в этом году я сломалась, и будет все-таки одно выступление у меня. Но да, в следующем году такой вот план на данный момент. Большой концерт именно в рамках Station Narva. Сольный. Yes. Вообще, какое у тебя самое теплое воспоминание о школе? В принципе, наверное, еда бесплатная. Друзья, что так много друзей постоянно было. Постоянно что-то происходило. Какие-то драмы, там, я не знаю, ссоры, любовь, морковь. То есть... Не знаю, мне кажется, да, само именно вот это вот состояние в школе, что ты такой весь важный ходишь, все твои тут друзья или враги. А поменялось ли твое окружение после того, как ты стала звездой? Ну, конечно, у меня, в принципе, от... Я думаю, мы на 3-й. А тут что? А тут что? А здесь есть как раз-таки... Вот. Это наш зал. Зал, да. А что все делают это? Ну, у нас же учителя. Не хочешь выступить?
Ага. Вообще, было ли у тебя какое-то выгорание? Ну, всякое, когда у тебя много концертов, ты не хочешь на них идти, возможно. Ну, в плане, я про то, что когда рутинная жизнь, иногда тебе просто, ну, не хочется этого. Проблема в том, что жизнь артиста совершенно не рутинная. Она, вот, как я всегда говорю, она настолько нестабильная, что это вредит ментальному здоровью, потому что, то есть, у тебя нет стабильности. Вот стабильности, вот, бытие артистом, они вот так, и они, ну, никогда не пересекутся. Поэтому нет такого. Обычно, как бы, ну, понятное дело, какая-то усталость бывала и бывает, когда очень много дел. Обычно это усталость социальная, потому что, ну, наша работа заключается в том, что мы постоянно должны общаться с людьми. Да. И мне нравится очень общаться с людьми, и в моменте я как бы никогда не строю из себя, как будто мне интересно, а на самом деле о чем-то думаю, да. То есть я как бы конкретно вкладываюсь в разговор с незнакомым человеком или там, с фанатом, но после того, как ты приходишь домой, и вот это все как бы, ну, опадает, получается, и энергия как бы падает, ты думаешь, блин, я устала, не хочу больше ни с кем общаться. Вот, поэтому... А такого прям, что страшного такого выгорания, про которое все говорят, тьфу-тьфу-тьфу, не было. Поэтому... Ну, я просто решил спросить, потому что у многих артистов такое есть. Да, конечно. Я думаю, что, может быть, некоторые артисты тоже, может, чуть-чуть как бы надумывают это выгорание, потому что усталость, вот, ну, опять же, если усталость — это выгорание, то тогда у меня, естественно, есть это выгорание. Ну, да, Но и для меня лично выгорание означает прям вот когда ты сидишь дома, плачешь в подушку и думаешь, я никуда не пойду, я не буду выступать, я не буду выпускать песни, я все. То есть такое выгорание — это страшно, и такого у меня не было еще. И, надеюсь, не будет. Может быть, да, некоторые просто артисты называют выгоранием ситуацию, когда ты просто устал от работы. Ну да. Но да, все-таки выгорание, я думаю, это по типу депрессии такой. Поэтому да. Хватает ли тебе на жизнь? Ну так. Вообще нет. Конечно, хватает. Хватает. Но, естественно, я не миллионерша, как могла бы быть, да, где-нибудь в Англии, если бы сейчас была, Да. пела бы. То есть, понятное дело, цены в Эстонии и даже в Финляндии, например, если мы их сравним, наших соседей, то, ну, это вообще стыд и позор, так скажем. Но хватает и с горочкой, поэтому не жалуюсь, совершенно не жалуюсь. Все с этим, все хорошо. Но на самом деле, я буквально пару дней назад на самом деле задумалась, что было бы прикольно все-таки найти какое-то новое занятие себе. Или как бы работу, связанную как бы с доходом. Хотя, в принципе, ну, в плане как бы дохода я не нуждаюсь в этом, но при этом типа для себя что-то. Потому что, как я и сказала, опять же, работа артистом, она нестабильная, из-за чего, например, там, не знаю, например, на прошлой неделе у меня было с понедельника по четверг все свободно. То есть я просыпалась и думала, что я сегодня буду делать? Ну вот правда не знаю, что. И это неприятное ощущение на самом деле, потому что ты начинаешь сидеть в телефоне, потом посмотришь какой-то сериал, там сходишь, помоешься, сходишь погуляешь с собакой, а дальше-то что? Ну, то есть как бы, если ты прям один-один, то есть и там друзья заняты, и там, не знаю, молодой человек куда-нибудь уехал, и вот ты сидишь и думаешь, а что делать-то? Иногда что-то придумываешь, иногда что-то интересное делаешь, но
Нет, я что-то начала думать, может, было бы что-нибудь классное. А есть ли у тебя вообще хобби какое-то помимо музыки? Мне нравится рисовать. Я рисую. Когда-то было неотъемлемое хобби в моей жизни — это танцы. Я прям именно ходила там 4 раза в неделю на танцы. В тот момент это было до конкурса «Эстония ищет суперзвезду». То есть сейчас я как бы уже не хожу. Хотя было бы прикольно. Не знаю, ну просто есть то, что там одну неделю сможешь, думаешь, о, класс, у меня неделя свободная, пойду на танцы. Ну да. Запишу себя на месячный абонемент. И потом раз, следующий четверг. Ой, привет, я не смогу прийти, потому что там у меня, не знаю, концерт или еще что-то. Ну, То есть, понятно, да. ну, такое. В теннис хожу играть. Опять же, с частным тренером. Круто. То есть, опять же, не так, что каждый четверг, а вот я, например, ему сегодня написала утром, что типа давай завтра поиграем. Точнее, первым делом я спросила, как с погодой-то теперь играть-то? С такой хреновой. И договорились на завтра. То есть обычно у меня такое, что типа, ага, завтра у меня свободно, может на теннис сходить. А вообще в Нарве или в Таллине? В Таллине. В Нарве не ходила на теннис. В детстве ходила, я имею в виду. В спортхолле. Да, рядышком. Заниматься. Ну, нет, в Нарве я ни разу не играла именно сама. Уже в таком возрасте, как я сейчас сижу здесь. Поэтому да. Готовить тоже очень мне нравится для себя, для других. Я же на мастер-шефе была на этом. Да. Поэтому готовить мне нравится. Даже после этого шоу до сих пор. Поэтому такие вот, наверное. Да, вроде ты хобби. там Всё не равно опозорилась. Я бы не сказала, и что выделилась. Ну а что? Прям чтобы. Готовить все равно это искусство. Как создавать музыку. Да, но мне нравится готовить для себя, а там как бы было больше, ну, квалитета ресторана именно в плане подачи тоже. То есть ты не то, что пюрешку с котлетой, Ну но да. зато, о, какие вкусные, а именно там, я не знаю, пюре из паштината, такой очень тоненькой какой-нибудь такой ложкой так положить. И какие-нибудь кусочки уточки вот так вот, и зелень так наверх. То есть я не совсем поняла, да, изначально задание, по сути. Я просто делала так, как делала, и потом как бы уже со временем начала понимать, но мне было очень стрессово там находиться. Я бы не пошла второй раз. Сейчас тебе нормально? Что именно? Ну, чувствуешь себя не стрессово? Нет. А ты? Тоже вырежем. Теперь стрессово. Много друзей с Нарвы осталось вообще? Никого. Правда? Ну, есть одна девчонка, подружка, но она в Таллине живет просто уже. Но она из Нарвы, и мы с ней изначально были лучшими друзьями в Нарве. Потом я переехала, мы с ней как бы разошлись. И вот сейчас недавно начали снова общаться. А так помимо нее как бы у всех уже свои семьи, друзья, кто переехал, кто еще что-то. И тем более, поскольку я в принципе была человеком, который общался больше с пацанами, и поэтому как бы, ну, когда вырастаешь, уже с пацанами особо не пообщаться, потому что у них своя семья, свои жены, интересы, дети. То есть в таком случае как бы формат друзей между мужчиной и женщиной больше не работает, когда ты уже во взрослом возрасте. А веришь вообще в дружбу между мужчиной и женщиной? До поры до времени верю. Но смотря сколько вы общаетесь. Если прям лучшие друзья, и прям вот и в кино ходим, ну мы же друзья, ну там, не знаю, погулять там через день, то тогда обычно это означает, что одному из них интереснее что-то более серьезное. Это, опять же, до поры до времени, да. Если просто такие чисто товарищи, иногда там тусоваться вместе или еще что-то, тогда, мне кажется, верю. А когда прям слишком, может, лучшие друзья, тогда не верю.
Так что да. У тебя вышел лимонад? Давай попробуем его. Давай. Запретите. Нам заплатят? А? Заплатят за рекламу? Вам нет, мне да. Нет, мне тоже нет. Ну. Первую пробую. Слушай, вкусный. Еще бы. Еще бы ты сейчас сказал мне что-то другое. Не, мне он очень нравится, потому что он, во-первых, на 100 миллилитров 19 калорий. Очень хорошо. И сахара нет. Вообще, что ли? Но Ну, он, в да, он общем. не химозный вообще. Он не химозный, поэтому мне не нравится, потому что я не особо... Мне не особо нравится сладкое. Я не сладкоежка. Поэтому для меня это идеально. Она такая, как газированная вода, но чуть послаще. привкусом да, клубники. Да. Одобрено, в общем. Да. Если бы у меня спросили Lamborghini или Ferrari, я бы выбрал Heavenly Lemonade by Али Камилова. Ура! Ой. А теперь небольшой блиц. Твое самое любимое место на планете? Наверное, в Италии Соренто есть такой маленький город. Сколько языков ты знаешь? 4. Русский, эстонский, украинский и английский. Какие у тебя корни? Русский, эстонский и украинский. Самый волнительный момент в жизни? Наверное, выход на сцену Евровидения. Если бы не музыка, чем бы ты занималась? Я бы была, наверное, Я бы пошла учиться, наверное, на психолога бы. На психолога? Да. Но я считаю, я, в принципе, восполнила и то, потому что я считаю, что артист, музыкант, он и есть как бы психолог, просто он как бы помогает людям через музыку. Поэтому... Но меня интересует психология очень, да. Какое качество в людях ты больше всего ценишь? Честность, прямолинейность тоже очень важно. Но они как бы без друг друга особо не работают тоже. В чем сила? Сила в любви, мне кажется. Без любви жизнь наша. И последний вопрос. Какой твой девиз по жизни? Если очень захотеть, можно в космос полететь. Спасибо, это была Али Камилова. Спасибо. Ох, Все, всегда плакатик. мечтала ответить на этот вопрос. Правда? В чем сила? Алика, Давай. мы распечатали плакат Inside. Хотим один оставить у нас на стене. И один разыграть среди подписчиков наших. Давай. Пожалуйста. Это вам? Ну, без разницы, да. Да, можно сначала тут, потом тут. Крупным планом снимите. Снимай. Нормально. Отлично. Шедевр. И можно еще на этом. Пожалуйста. Тут, наверное... Ой, извини, пожалуйста. Подожди. Крупным планом снимай. Тут его можно как-то выдавить еще? Он как будто... Ну ладно. Плохо пишет? Он немного... Не настолько жирный, да. Ух ты. Мама! Отлично. А ты левша? Да, я левша. Но расписываюсь правой. Потому что у правшей этот уклон же идет, наклон идет в правую сторону. То есть, соответственно, если бы я расписалась вот эту то же самую, а написала левой, то у меня бы она была такая некрасивая. Она была бы угловая. А правой можно вот так сделать. Круто. Круто. Вот это да.